У людей, например, дыхательные пути высланы клетками, которые имеют микроскопические волосоподобные выступы. Они двигаются волнообразно. Эти движения способствуют поглощению частиц воздуха и удалению ненужных частиц с помощью кашля. Другие уникальные органеллы, присущие некоторым бактериям, жгутики. Жгутики, как хвостики, помогают клетке двигаться с помощью их движения. Сперматозоиды тоже имеют жгутики. Очень сложно, очень долго, но вы понимаете, насколько сложно устроена ваша клетка. И когда вам говорят о том, что вы там без чего-то не можете, без какой-то таблетки, там настолько все продумано, там только не продуманные таблетки. Вот не продуманные они, поэтому или какие-то вредности, Кока-Кола, там еще что-то. Вот те элементы, которые в природе не встречаются, ваша клетка в шоке, когда она их видит. И когда вы слушали про ворсинки, да, для кашля, то есть это выступы клеток. Если человек, или, например, ворсин на языке сосочки, да, если человек постоянно пьет горячее или курит, например, ворсинки в дыхательных путях, эти клетки просто теряют ворсинки. Не может потом не быть кашля, потому что он нормальная мокрота не может выходить, да, клетки потеряли свой состав. Чтобы их заново возродить, это должно пройти какое-то определенное для пищеварительной системы 14 дней обновления. Поэтому, когда мне говорят, а что, на голод можно с язвой? На голод нужно с язвой. Потому что если ты 14 дней не ешь, у тебя там все зажило. Потом вопрос, что ты начнешь есть. Либо опять будет язва, либо никогда не будет. Ну, то есть, если вы, например, убираете все при бронхиальной астме, да, даете клетке все, что ей нужно, она восстановит свою систему и все будет с ней нормально. По сперматозоидам, да, часто приходят по бесплодию, если не хватает определенного белка, или белок есть, все замечательно, но нет воды, где ему дергать своим хвостом, если там желе. Ну, то есть нехватка жидкости, да, белки – это белки, но это один элемент, да, они во всей клетке, они в структуре клетки, причем вы слышали неоднократно повтор и в растительной, и в животной, и в растительной, и в животной. Мне очень хочется, чтобы вы это поняли, одни и те же буквы. Мне просто интересно, кто придумал эту мысль, что незаменимые аминокислоты в мясе, вот кто реально, ученые этого не говорят, нигде, никогда. Это вот такие ошибки, как типа про елочку, да, которую мы сами придумали и сами культивируем. Это не наука, это просто чье-то мнение на заборе написанное.